Витков и Умеров публикуют зеркальные заявления. Дмитриев везет доклад в Кремль. Американский сенатор требует захватывать российские нефтяные танкеры. Венс в очередной раз перекрывает помощь Киеву. Глава НАТО пошел в атаку на Путина, а глава внешней разведки США защищает Россию. Дроны утопили Одессу в подсолнечном масле. Официант годами воровал столовое серебро у Макрона. И еще одна кража. Снова вещи Наполеона. Теперь кольцо с 5 бриллиантами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите свои комментарии. Спецпосланник президента США Стив Уитков подвел итоги переговоров в Майами, где встретились делегации США, стран Европы и Украины. В своем обращении в соцсетях он сообщил, что стороны сосредоточились на выработке мирного плана и согласовании принципов системы многосторонних гарантий безопасности. Особое внимание уделили возможным гарантиям со стороны США для Украины. Кроме того, участники обсудили концепцию послевоенного экономического восстановления и стратегического развития страны. Уитков отметил, что украинская делегация демонстрирует полную приверженность достижению справедливого и устойчивого мира. Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности следующих шагов. Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет – остановить убийство, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления Украины, ее стабильности и долгосрочного процветания. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего. Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев еще в субботу прибыл в США для встреч со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Переговоры проходили в 2 этапа, между которыми сделали несколько часов перерыва. Как отмечает агентство Reuters, вероятность контактов Дмитриева с украинскими переговорщиками полностью исключена. Кирилл, разжигатели войны не смогли помешать переговорам? Не смогли, все хорошо. Сенатор Линдси Грэм в эфире NBC News заявил, что если Путин откажется подписать мирное соглашение, США должны кардинально изменить правила игры. Он предложил передать Украине ракеты «Томагавк» для ударов по российским заводам, производящим беспилотники и ракеты. Также Грэм призвал перехватывать суда с российской нефтью и ввести новые санкции против Китая. Если он, Путин, на этот раз скажет «нет», вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Признает Россию государством, спонсором терроризма за похищение 20 тысяч украинских детей. И, что самое важное, будет изымать суда, перевозящие санкционную российскую нефть, так же, как делается это в Венесуэле. Президент Финляндии Александр Стуб в интервью Fox News заявил, что соглашение о завершении войны в Украине находится ближе, чем когда-либо. Однако последние 5% пути, по его словам, станут самыми трудными и решающими. Итак, вы были в Берлине на встрече с президентом Зеленским в прошлые выходные, а также с американской делегацией в эти выходные. Русские снова в Майами. Мы видим, что темп этих переговоров, похоже, ускоряется, но, по крайней мере, публично. Но мы не видим никаких признаков того, что Россия идет на какие-либо новые уступки. Что вы можете рассказать о том, насколько мы близки к достижению какого-либо соглашения? Мы, вероятно, ближе, чем когда-либо за всю эту войну, и я бы сказал, что за последние 3-4 недели 2 специальных посланника президента Трампа, Джаред Кушнер и Стив Уитков, работали круглосуточно, чтобы сблизить 2 стороны, и в Берлине мы сделали 2 ключевых вывода. Во-первых, Европа, Украина и Соединенные Штаты едины в своей решимости добиться справедливого и прочного мира и работать вместе. А во-вторых, это идея гарантий безопасности для Украины. Так что мы почти у цели, но, знаете, самые сложные 5% еще остались. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс высказал противоположную позицию, призвав полностью прекратить оказание помощи Украине. Мы помогаем пожилым американцам с пенсиями, отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что мы верим в необходимость чтить отца и мать, а не спускать все деньги на Украину. В Санкт-Петербурге Владимир Путин демонстрирует параллельные дипломатические маневры Москвы на фоне активизации переговоров по Украине. Там прошел саммит Высшего Евразийского экономического совета с лидерами ЕАЭС. Лукашенко из Беларуси, Пашиняном из Армении, Токаевым из Казахстана, Жапаровым из Кыргызстана и главой Евразийской комиссии Сагентаевым. Перед общим заседанием Путин встретился с Лукашенко и Жапаровым. Обменялись рукопожатиями, обсудили двусторонку и экономику Союза. Открыв заседание в узком формате, Путин обозначил приоритеты ЕАЭС. Выступали по очереди Жапаров, Лукашенко, Токаев, Пашинян. Фокус
стратегии развития, торговые связи, кооперация. Россия, как крупнейшая экономика, лидирует в укреплении общего рынка. Генсек НАТО Марк Рютте назвал главной причиной российско-украинской войны президента России Владимира Путина. В интервью Bild он подчеркнул, что именно кремлевская позиция блокирует завершение боевых действий, несмотря на прежние надежды на мир. По данным НАТО, Россия заплатила за минимальные территориальные успехи огромную цену. Свыше миллиона убитых и раненых при приросте контроля, менее 1% с начала года. Рютте отметил активное участие Дональда Трампа в процессе и его усилия усадить Путина за стол переговоров. НАТО настаивает на долгосрочных гарантиях безопасности для Украины с участием ВСУ, европейских союзников и США, чтобы предотвратить новую агрессию. Некоторые говорят, если не Путин, то может появиться кто-то еще хуже. Я могу сказать только одно: что бы ни происходило в России, мы не должны быть наивными. Мы мирный оборонительный альянс, но мы также видим глобальную связь между Китаем и Россией. Китай присматривается к Тайваню, и я убежден, что если Китай предпримет там военные действия, он окажет давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы. Мы должны тратить деньги, укреплять оборону и набирать лучших мужчин и женщин в военной форме, которых только сможем найти. Путин на большой пресс-конференции отреагировал на заявление генсека НАТО Рютте и европейских политиков о будущей войне с Россией. Все предсказания о планах Москвы напасть на Европу он назвал чушью. Тут же добавил: «Не будет новых СВО, если к нам будут относиться с уважением». Президент призвал европейцев изучить стратегию нацбезопасности США, где Россия не значится врагом или угрозой. Вы знаете, я смотрю на них и тоже удивляюсь. Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО, господином Рютте. Да? Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, мы общались. Умный человек. Но чего он несет? Мне так хочется спросить: слушай, чего ты говоришь про войну с Россией? Готовиться нужно к войне с Россией. Они хотят готовиться к войне с Россией. Читать ты умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США. Идея Евросоюза пустить 210 миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине фактически сорвалась на саммите в Брюсселе. Financial Times подчеркивает, решающим шагом стал поворот президента Франции Эммануэля Макрона, который в последний момент встал на сторону противников инициативы. Канцлер Германии Фридрих Мерц до конца пытался переубедить европейских лидеров поддержать план, но в критический момент лишился главного союзника – Парижа. Публично Макрон не возражал, однако за закрытыми дверями его команда ставила под сомнение юридическую основу идеи и акцентировала финансовые риски именно для Франции. Когда Италия и Бельгия, где сосредоточена львиная доля активов, окончательно отказались, Макрон примкнул к ним, окончательно похоронив проект. Высокопоставленный дипломат ЕС прямо заявил изданиям: Макрон предал Мерца и осознает политическую цену этого решения, что ярко иллюстрирует новую напряженную динамику между Берлином и Парижем. Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла данные Reuters о том, что Владимир Путин, по оценкам американских спецслужб, хочет захватить всю Украину и готовится к нападению на Литву, Латвию и Эстонию. Резкий пост по этому поводу она разместила на своей странице в соцсети X. Нет, это ложь и пропаганда. Reuters сознательно продвигает это в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, в результате которой с обеих сторон погибло более 1 миллиона человек. Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа и разжечь истерию и страх среди населения, чтобы заставить его поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы США непосредственно в войну с Россией. Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена HPSCE от Демократической партии, цитируемого Reuters, о том, что, по оценке американской разведки, Россия стремится избежать более масштабной войны с НАТО. Оно также считает, что, как показали последние несколько лет, боевые действия России указывают на то, что в настоящее время она не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе. Российские беспилотники нанесли удар по порту Южной в Одесской области, одному из главных транспортных и промышленных хабов региона. Основной огонь сосредоточился на терминале агропродукции. Пробиты резервуары с подсолнечным маслом, разгорелся масштабный пожар, десятки тысяч тонн продукции уничтожены. Масло хлынуло за пределы предприятия,
улицы затопило потоками, экологи предупреждают о серьезной угрозе. Загрязнение почвы, сток в водоемы, нарушение экосистемы на годы вперед. Серия не случайна. Последние недели Одесская область под системными атаками. Порты, энергетика, транспортная инфраструктура в прицеле. Тактика ясна. Экономическое удушение, дезорганизация, давление на гражданских. Постоянные тревоги, блэкауты, сбои водоснабжения вынудили власти. С понедельника, 22 декабря, все одесские школы уходят на дистанционное обучение до начала зимних каникул. Во Франции бушует громкий скандал вокруг Елисейского дворца. Перед судом предстанут 3 мужчин, обвиненных в дерзких и масштабных кражах прямо из президентской резиденции. Следствие подсчитало ущерб до 40 тысяч евро. Похитили предметы элитной сервировки, изысканный коллекционный северский фарфор, хрустальные бокалы баккарат и редчайшие статуэтки. Главным фигурантом оказался стюард дворца, которого силовики взяли с поличным после того, как пропавшие ценности всплыли на популярных сайтах онлайн-аукционов. Выяснилось, он мастерски сбывал украденное через цепочку знакомых, включая менеджера специализированной компании по интернет-продажам. Во время тщательно спланированных обысков у банды изъяли более 100 предметов роскоши. На юго-западе Сербии разгорелись массовые студенческие протесты. В Нови-Пазаре собрались тысячи активистов со всей страны. Они выступают против давления властей на вузы и вмешательства в систему высшего образования. Это первая такая акция в городе с боснийско-мусульманским большинством, часть общенационального движения после трагедии в Нови-Саде, где обрушение крыши вокзала унесло 16 жизней. Студенты заявляют, университет лишил их статуса за протесты и уволил десятки преподавателей. Требуют отставки администрации и выборов нового ректора. Движение обвиняет Вучича и правящую партию в коррупции и цензуре СМИ. Сегодня мы здесь, чтобы послать Сербии сигнал о том, что мы боремся за выживание нашего университета, что это вопрос, касающийся всех нас, а не только Нови-Пазара. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока не добьемся нормальных условий для обучения. Я думаю, что все это то, что мы делаем, идет на пользу будущему. Если не нашему поколению, то, безусловно, тем, кто будет здесь учиться после. Кольцо Наполеона с 5 бриллиантами украли из его резиденции в Бельгии. Грабители проникли в музей «Последняя штаб-квартира» в Женапе ночью 18 декабря. Разбили окно, забрались внутрь, вскрыли витрины и унесли ценные экспонаты, включая монеты. Главная утрата – золотое императорское кольцо Бонапарта, найденное 18 июня 1815 года при бегстве после Ватерлоо. Власти подчеркивают, историческая ценность превышает рыночную во много раз. В Италии рождественские праздники стартовали с оригинальных парадов. Санта-Клаусы заменили сани на велосипеды, мотоциклы и лодки. В Риме сотни людей в костюмах Санта-Клауса прокатились по центру на велосипедах, от Колизея через главные достопримечательности столицы. Акция сплотила взрослых и детей. Для участия требовался лишь костюм Санты, позитив и байк или велосипед. Практически каждый участник заезда внес добровольные пожертвования в поддержку детей с онкологией. Я каждый год прилетаю из Хьюстона, чтобы приехать сюда и принять участие в велопробеге с Санта-Клаусом. Я делаю это уже 4 года. Один из моих друзей познакомил меня с этим мероприятием, и для меня это стало частью жизни. Теперь каждый год примерно на Рождество я выезжаю из Хьюстона, делаю несколько остановок и добираюсь сюда примерно за 18 часов, а завтра отправляюсь обратно. В Венеции торжества переместились на воду. По Гранд-каналу прошла 13-я рождественская регата. 32 новогодние гондолы под управлением Санта-Клаусов соревновались на дистанции от церкви Сан-Закария до университета Ка Фоскари, а победители получили призы в нескольких категориях.